В детстве Ясуо верил почти всему, что о нем говорили в родном поселке. В лучшем случае он считал себя неудачным решением, в худшем – ошибкой, которую уже не исправишь. В оскорблениях, как и во всем, что причиняет боль, была талика истины. Мать Ясуо была вдовой, у которой уже подрастал сын. Будущий отец Ясуо ворвался в ее жизнь, словно осенний ветер, и столь же внезапно вновь исчез, прежде чем ионийская зима окутала домик небольшой семьи снежным покрывалом. Старшего сводного брата Ясуо звали Йоне. Он был вежливым, добросовестным и боязливым, полной противоположностью Ясуо. Несмотря на это, братья были неразлучны. Если Ясуо дразнили другие дети, Йоне за него заступался. Но хоть Ясуо и не доставало прилежания, упорство у него было хоть отбавляй. Когда Йоне пошел в известную на всю округу школу мечников, Ясуо ждал на улице под проливным дождем, пока наставники не махнули рукой и не впустили его тоже. Ясуо проявил недюжинный талант к фехтованию, но еще большую зависть сверстников вызвало то, что он первым за несколько поколений привлек внимание старца Соумы, последнего из тех, кто владел легендарной техникой ветра. Старый учитель разглядел задатки Ясуо, но как ветер не ходит в узде, так и этот ученик пренебрегал тем, что ему пытались втолковать. Йоне побеседовал с братом, умоляя его отбросить гордыню, и подарил ему семечко клена, главный урок смирения, который давала школа. На следующее утро Ясуо согласился стать учеником и телохранителем старца Соумы. Когда до школы дошли слухи о ноксианском вторжении и о победе при Пласидиуме в Наворе, многих вдохновил пример соотечественников. Почти все, кто был способен держать оружие, решили вступить в силы сопротивления. И брат, и сокурсники Ясуо ушли из поселка. Ему же, несмотря на весь боевой пыл, было приказано остаться и защищать старейшин. Вторжение переросло в войну. Однажды дождливым вечером в соседней долине загремели ноксианские барабаны. Ясуо покинул свой пост, наивно полагая, что сможет в одиночку переломать ход сражения. Однако сражения он не застал. Его глазам открылась лишь свежая братская могила для сотен мертвых ноксианцев и ионийцев. Здесь произошло что-то ужасное, противоестественное, что-то, что не остановишь одним клинком. Казалось, сама земля осквернена. Одумавшись, Ясуо на следующее же утро вернулся в школу, и его окружили оставшиеся ученики с мечами наголо. Старец Соума был мертв, а Ясуо обвиняли не только в пренебрежении своими обязанностями, но и в убийстве. Он понимал, что если ничего немедленно не предпримет, то настоящий убийца останется безнаказанным. Ясуо силой пробил себе путь к выходу, сознавая, что этим подтверждает свою вину. Ясуо стал беглецом в охваченной войной Ионии. Он искал любые зацепки, которые привели бы его к настоящему убийце. Ясуо продолжали преследовать бывшие союзники, ему приходилось вступать с ними в бой и убивать их. Скрипя сердце, он платил эту цену, пока однажды его не выследил тот, кого он больше всего боялся встретить – его брат Йоне. Связанные долгом, они кружили друг против друга. Когда же они наконец скрестили мечи, Йоне оказался слабее, и Ясуо сразил своего брата одним взмахом стали. Ясуо молил о прощении, но за миг до смерти Йоне успел сказать, что старец Соума был убит с помощью техники ветра, которой не владеет больше никто, кроме Ясуо. После этого Йоне умолк. Смерть забрала его прежде, чем он мог даровать прощение. Лишившись и брата, и наставника, сходя с ума от боли войны и утраты, Ясуо, меч без ножен, в отчаянии скитался по заснеженным склонам гор. Там он повстречал Талию, девушку из Шуримы, которая пряталась от ноксианских солдат. Талия владела магией камня, и в ней Ясуо неожиданно нашел ученицу, с еще большим удивлением приняв на себя роль учителя. Объясняя Талии магию стихий, показывая, как ветер точит камень, Ясуо наконец и сам воспринял учение старца Соумы. Им пришлось расстаться, когда до них дошли слухи о пробудившемся боге императоре Шуримы. На прощание Ясуо подарил Талии семечко клена, мудрость которого он теперь постиг. Талия отправилась домой, в пустыню. Ясуо тоже решил вернуться в родную деревню, чтобы исправить ошибки и найти настоящего убийцу своего учителя. В зале совета выяснилось, что гибель старца Соумы была трагической случайностью. Причиной тому стала изгнанница-ноксианка по имени Ривен, которая глубоко раскаивается в содеянном.
Даже узнав правду, Ясуо не смог простить себя за то, что покинул своего учителя, и тем более за то, что это повлекло за собой смерть Йоны. Ясуо по сей день скитается по Ионии, и бремя вины пригнетает вольный ветер к земле. Если вам понравилось видео и вы бы хотели узнать биографию своего любимого чемпиона, ставьте лайк и пишите в комментариях имя чемпиона, биографию которого вам бы хотелось узнать. Спасибо за просмотр!